Приветствую подписчиков и гостей канала Походный Оптимист. Меня зовут Дима, со мной сегодня Илья с канала Тайные Тропы. Мы хотим провести очередной лесной эксперимент. У нас с собой два набора практически идентичного снаряжения. Печки, в общем, топор, пила, ну, в общем, вы видите в процессе. Есть небольшое различие. У меня с собой две армейских плащ-палатки, а Илюха с собой взял стрейч-пленку. Суть в чем? Мы хотим разойтись на небольшое расстояние, так что ловили рации, и попробовать сделать для себя максимально комфортные, удобные укрытия, в которых мы с удовольствием переночуем. Попробуем, чтобы это было с удовольствием, по крайней мере. И как мы будем, в общем, пользоваться одним и тем же снаряжением и решать одни и те же проблемы по-разному. Давайте посмотрим, что из этого получится. Пойдем. Погнали. А вот и отличное место. Очень красиво. И березки, и сосенки, и даже тополь. Я думаю, что прямо на этом месте можно попробовать и сделать импровизированное укрытие. Это укрытие, оно будет временным. Такая времянка. Летом, скорее всего, я его разберу. Но зимой оно должно послужить неоднократно. Поэтому делаем более-менее на совесть. Красота в лесу невероятная. Так, как я уже сказал, у нас практически одинаковое снаряжение. За исключением материала. И из-за этого у нас будет абсолютно разный подход. Я хочу попробовать сделать снежную берлогу, но комфортную внутри. Сверху это будет большой снежный сугроб. Снег будет помогать мне удерживать тепло. А внутри должна быть уютная такая берлога с теплой печкой и удобной кроватью. Там же, кстати, можно будет и готовить еду, спать, пить чай и прятаться от метели и морозов. Так, для начала думаю, что надо расчистить снег. У нас вот такие вот складные лопатки, одинаковые, кстати, раз уж на то пошло. Так, фиксируется. Ни разу не пользовался ей еще. Ух ты, глубина приличная здесь. Но желательно расчистить прямо до земли. Можно, кстати, посмотреть, буду ли я проваливаться без снегоступов. Если да, то насколько. Но идти было на них очень комфортно. Даже с волокушами. Ого! Обалдеть, смотрите. Я стоял абсолютно комфортно. Мы так много времени сегодня провели на этих снегоступах, то что я уже и забыл, каков снежный покров. Так, ну надо расчищать. Вот я докопался до земли. Глубина примерно между коленом и поясом, как это место называется. Я думаю, все знают. Листочки первые пошли.
спустя где-то час площадка под строительство готова. И я немного расширил коридорчик вперед, еще сделал для того, чтобы там хранить вещи и развести небольшой костерок, приготовить себе чаю. Ну и место, где можно было бы отдохнуть. Здесь у меня получается примерно 2,5 на 2,5 прямоугольник, но само укрытие будет чуточку меньше. Огромный слой пришлось снять снега. Но под ним мне попала зеленая травка в середине февраля. Давно я ее не видел вживую. Ничего, скоро весна. Илюха, прием. 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 Не отвечает пока. Ладно, у меня будет рация включена. Буду ждать от него сигнала. Самому пора уже расчехлять пилу. Погода какая сегодня хорошая, небо голубое. Обалдеть. Давно уже не было голубого неба и солнышка. Да и вообще в моем регионе последний месяц не переставая шел снег. А в те дни, когда судьба была благословна и снег не шел, все небо было затянуто серыми унылыми тучами. Поэтому видеть солнышко прямо как будто в отпуск приехал на море. А это всего лишь солнце. Скоро солнечных дней все будет больше и больше. Земля потихонечку меняет свой наклон. И на нашем полушарии наступит лето. Снегоступы отлично держат на глубоком, но плотном снегу. Были оттепели,
и появился неплохой наст. Но все же без снегоступов проваливаешься по колено, а то и по бедро. В этом сезоне снегоступы впервые появились в моей жизни. До этого я пользовался охотничьими лыжами. Я не возьмусь судить, что же лучше. Слишком мало у меня опыта. Но кое-какие выводы я для себя сделал. В густом лесу, с неровным ландшафтом и оврагами, перемещаться на коротких и маневренных снегоступах – одно удовольствие. У большинства снегоступов снизу находятся кошки, которые не дают проскальзывать ноге при подъеме или спуске и позволяют тащить за собой серьезный груз на волокушах. Лыжи даже с камусом вызывают часто дискомфорт в такой среде, а во оврагах и того приходится их снимать. Что уж говорить о том, когда нужно пройти небольшой путь по сугробам, а потом, например, карабкаться в какую-то гору. Снегоступы легко убираются в чехол, весят буквально пару килограмм, закидываются за спину и покарабкался. Лыжи даже с камусом вызывали частый дискомфорт в такой среде, а во оврагах и того приходилось их снимать. Но по лесным дорогам или полю, по равнине, лыжи ускоряют перемещение в разы, помогая проходить большое расстояние за световой день. А зимой это очень важно. Поэтому всему свое место. Обходя по радиусу своей стоянки, я насобирал нужное количество ветровала и валежника для своего снежного шалаша. Принцип будет нестандартный для сугроба. Больше будет напоминать землянку, точнее снежанку. Сделаю небольшой, но очень прочный каркас. Он должен выдержать в будущем метры мокрого снега, когда весной все это начнет таять. Размечаю бревна и напиливаю нужный размер. Затем грубая обработка от коры и сучков. Кстати, прошу прощения за закадровый голос. Обычно это не в моем стиле, но в этот раз из-за технических неполадок не записался звук в некоторых моментах. А кадры, на мой взгляд, были очень ценными, и я решил их оставить вот с таким вот комментарием. Еще пару минут, и звук наладится. Несущие бревна не вкапываю в землю. Нечем, да и земля замерзла как камень. Поэтому есть небольшие трудности с возведением каркаса. Нужно, чтобы все 4 столба держались, пока их не соединю. Для этого делаю это поэтапно. Потихоньку, по кругу скрепляю одну опору за другой, пока периметр не замкнулся, а каркас не начал держать сам себя. Мороз все крепчал. Если для меня это не страшно, я двигаюсь, то камера чувствует себя очень плохо. У нас с Илюхой есть немного гвоздей, а точнее это 1 килограмм. 1 килограмм гвоздей, 150 гвозди, значит это примерно 45-46 гвоздей в упаковке. Мне должно хватить. Но нужно расходовать их экономно. Поэтому каркас прочно сколачиваю там, где будет нагрузка. Ну а там, где нагрузка будет не сильная, связываю веревкой. Как там, кстати, интересно дела у Ильи. Он впервые строит укрытие из стретч-пленки. У меня уже был в этом опыт, и довольно неплохой, несколько лет назад. Поэтому я и выбрал плащ-палатки. Жаль, только у меня их всего 2. На стены не хватит. Ну, тем, кстати, будет и интереснее. И хорошо, что стоит морозец. Мало что приносит такое удовольствие, как работа в лесу топором и пилой. Ну и великолепный зимний лесной воздух и радующий глаз картины по сторонам. Куда ни посмотри, отличный вид. Пусть это старый пень, присыпанный снегом, или молодая сосна стремится к небу и наполняет зимний пейзаж своей зеленью. Пройдет много времени, и она станет большой и могучей. Ну а мой каркас уже движется к завершению. Получается неплохо. Крыша будет двухскатной, чтобы вода, образованная теплом, скатывалась по сторонам. Я думаю, должен получиться 5-звездочный лесной сугроб. Морозным вечером в нем должно быть очень уютно. Да, довольно быстро на открытом месте вырос образ маленького домика.
Осталось все как следует связать, и можно приступать к засыпаниям всего этого дела снегом. Тишина и безмятежье. Небо поделилось на несколько цветов. Голубой, розовый. Если хорошо приглядеться, можно уже увидеть луну прямо на горизонте. Вот она. Где-то вон там сейчас работает Илюха. Там может быть, километр. Я слышал пару раз за сегодняшний день стуки топора оттуда. И все. Попробуем связаться с ним по рации. Прием, Илья, прием. Прием, Илюх, как слышно? Работает, наверное. Ладно, и мне пора за работу. Чайку попил. Я прям реально отдохнул за эти 25 минут. А время тем не менее уже без 5-6. Классно. Что
То еще не темно. Я рассчитывал, что в 5 потемнеет. Чувствуется уже небольшой морозец. Температура опускается. Но это не страшно. В моем теплом укрытии все будет круто. Даже если у Илюхи не получится сделать все как положено. Здесь места хватит на двоих на самом деле переночевать. Но я думаю, он справится. У него уже опыт не маленький. На самом деле. Есть чему поучиться уже. Мне, в смысле, у него. Нужно помнить то, что у меня ограниченный запас с собой снаряжения. Построить я ее должен за один раз. Только из того, что было у меня в волокушах и рюкзаке. Гвозди у меня 150-ки, у меня их килограмм с собой. Это примерно 46 штук, 46-48 штук. Поэтому надо быть очень экономным. И я гвоздями скреплять буду только весь основной каркас, чтобы он выдержал вес снега. Снега я хочу побольше насыпать. Вот так вот. Все уже надежнее стоит. Когда засыплю снегом, знаете, когда я сюда шел, у меня был немножко другой план. Но сейчас руки начинают делать подобие землянки. Я уже не знаю, как от этого открутиться, от этих землянок. Что бы ни строил, все равно получается подобие. Вот сейчас, тем более, это получается снежанка. Как землянка, только в сугробе будет. Вместо земли снег. Совсем не хуже теплоизоляционный материал. Но есть определенные минусы.
Вон луна поднялась уже повыше. А я копаю снег. Да, разошелся я. Хотел, чтобы стены были вообще снежные все. Прикольно посмотреть, как они будут таять от печки. А по факту уже выложил почти 3 стены. Думаю, что остановлюсь на этом. Тем более валежник стал искать все сложнее и сложнее. Уходить приходится все дальше и дальше. Время уже близится к полудню, к полуночи. Поэтому буду закрывать плащ-палаткой. Вот если бы у меня было плащ-палаток побольше, хотя бы 3 или 4, я бы мог бы стены сделать из плащ-палатки и отгородиться таким образом от снега. Но у меня их всего 2. Больше просто я не смог найти. А уж очень не хотелось использовать тент. Так. Вот так. Размер получился идеальный. Прям на ширину плащ-палатки. Ну что, вот так сейчас выглядит мое строение. Собственно, почти все стены готовы. Кроме правой, решил я ее не делать. Пусть будет снег. Так будет интереснее наблюдать за тем, как он тает. Ну и ощущать себя не в землянке, а в снежном укрытии. Полуснежном укрытии. Все эти щели сейчас будут забиты снегом. А когда он подтает, там образуется пустота. И до снега будет далеко. Я думаю, что около 10 сантиметров протает с той стороны. И обеспечить такую вот воздушную защиту. Хотя на самом деле я уверен, что я здесь не замерзну. Что, буду закидывать снегом? Посмотрим, что из этого выйдет.
Осталось сделать лежанку, и можно обустраиваться. Свежая партия валежника ждет. Пора ставить печку. Ух, так хочется уже внутреннего тепла. Время, кстати, 12:30, 11 часов. Я это строю уже. Перчатки, кстати, специальные, не горючие. Их можно в уголь сувать. Они выдерживают нормальную температуру. Пора затаскивать все вещи, делать дверь и заниматься ужином. Что я уже проголодался. Поставил водичку. Снег, точнее, топится. Сделал дверь. Ну, просто повесил кусок плащ-палатки оставшийся. Атмосферка просто класс. На улице температура упала еще ниже. Градусник у Люхи показывает уже почти минус 18. Представляете? А у меня здесь, я думаю, что где-то градусов 12 пока плюса. Я думаю, то, что ледяные стены не дадут раскочегарить как следует здесь. Но, может быть, это и хорошо. Потому что я, конечно, побаиваюсь, то, что все это дело растает. И ночью я окажусь просто
в беседке. А хотелось бы поспать. 12 часов прошло с того момента, как я начал строить это укрытие. Сил на самом деле, вот, честно признаюсь, уже нет. Ой, хочется есть и спать. Поэтому готовлю и ложусь спать. Было бы очень круто, если бы пошел снежок и всю мою халабуду эту присыпало бы снегом, чтобы придать ей такую естественную округлость сугробика. Ну, а так, я все равно считаю, что это такой импровизированный 5-звездочный сугроб. А? Что скажешь, Игорь Лесник? Как тебе такой сугроб? Как тебе такая ночевка в сугробе? Да, я думаю, что с комфортом она пройдет. Итак, у меня была, по сути, с собой, да, веревка, немного гвоздей. Хотя без гвоздей можно было бы обойтись, да, одной веревкой. Плащ-палатка, печка. Реально ли такая ситуация в жизни, да, что человек будет с таким снаряжением в лесу, и ему придется организовывать ночлег? Я думаю, что очень маловероятно, но все-таки реально. Я думаю, например, представьте такую ситуацию. Человек с печкой и палаткой, например, зимний, пошел на рыбалку. Да, на рыбалку или на охоту, или этого человека, что еще интереснее, забросили на охоту или на рыбалку, да, на судне, на воздушном подушке, или где-то на снегоходах, может, его закинули. Ну, он такой занимается своими делами, и неосторожное обращение с печкой приводит к пожару, и половина палатки сгорает. И у него остается кусок палатки, да, ну и печка, и все его снаряжение. В таком случае как раз можно бы попробовать сделать вот такое вот укрытие. Но хочу напомнить то, что мой канал все-таки он не поучительный ни разу, нет. Я не занимаюсь образовательной деятельностью, так сказать. Я не инструктор по выживанию, поэтому 1000 раз подумайте, прежде чем брать с меня пример. Все, что я делаю исключительно для удовлетворения своих собственных интересов. А снимаю я это для того, чтобы взять вас с собой, чтобы вы, не вставая с дивана, побывали в таких местах, в которых бываю я, в землянках, в походах, вот в таких укрытиях, чтобы вы попробовали ощутить внутри себя те же эмоции, или хотя бы отчасти, которые испытываю я и другие люди, находясь в таких условиях. А снимать на самом деле все это дело намного сложнее, чем даже строить, например, там, землянку или вот это вот укрытие. Вот как, например, у меня проходит разведение костра. Да, видели сегодня этот момент? Давайте еще раз посмотрим. Вот какая работа с камерой. На морозе это постоянные проблемы. То микрофон отключится, то батарейка сядет и тому подобное, в общем. Ракурсы, штатив сломается, постоянно 2 штатива сломанных здесь уже. Вот такая вот песня. Но я очень счастлив, то, что я имею возможность так проводить время. Потому что съемка это тоже мое хобби. Быстро водичка растаяла. Вместо стола у меня волокуша. Очень удобненько. Мяско замерзло только сильно. Но нож вроде справляется. Печечка греет не особо. На самом деле я думал, будет жарче. Вот и маслица зажурчала.
в моем сугробе. Я не знаю, каково, конечно, ночевать просто в сугробе. Я еще не уверен, то, что я решу, попробую все-таки или не попробую, не решил. Но вот честно вам скажу, представляете, вот сейчас я сижу в сугробе, да, заизолирован практически от внешней среды, при этом стенка, возле которой я сижу, она еще и деревянная, чтобы я не касался снега. Я сижу у печки, и мне очень зябко. Я бы пока не сказал то, что мне прям вау, тепло. Как сидеть в сугробе, я не знаю. Но все-таки, наверное, как-нибудь надо решиться попробовать, чтобы понять, стоит такой метод выживания использовать или не стоит. Тогда попаду в экстремальную ситуацию. А вот, например, когда я от Ипатыча и Михалыча возвращался и застрял в поле на снегоходе, помните, случай был, там больше 8 часов я выбирался. Это было очень тяжело, и метель, и тогда у меня реально были мысли, либо в лес идти, какое-то укрытие делать, либо, может быть, этот же сугроб или что вообще, как. То есть как надо было принимать решение, и вот от принятия этого решения могла зависеть моя жизнь. Мяско поджарилось. Сейчас сюда нужно добавить муку. Заливаю водичку. И томатную пасту. Картошечка-то уже с ножа падает. Уже готово. Да и гуляшек доходит. Деревянная ложка очень удобна. И не обжигает рот, когда ешь. И картошку размять можно. Готовил я, если честно, для двоих. Связался с Илюхой по рации, он уже лег спать. Очень, говорит, устал тоже. Он там, кстати, борщик готовил. Ну ничего, утром, если зайдет, я его покормлю тоже. Вот какая красота получается. Пюре с гуляшом. Класс. Горяченькая еда, давно мечтал уже. Гуляш вкусный. Надо подождать, пока чуть-чуть прям подостынет. Итак, пробую. Ой, это великолепно просто. В сугробе. Все-таки не назову я это ни лачугой, ни
шалашом. Все-таки это сугроб. Чувствую прямо холод от снега. Надо мяско попробовать. И мяско протушилось. Поторопился Илюха спать ложиться. Чтобы вкуснятины поел. Пюрешка какая сливочная получилась. Ладно, есть и спать. Ну что, попробую не умереть ночью. Куртку по-любому надо снимать. Главное, через нее греть не будет тело спальника. Куртка послужит мне подушкой. Время знаете сколько? 17 минут 5. Обалдеть. Так что до рассвета не так уж и много. Часов 5. Ладно, если будет что-то жуткое или очень интересное, попробую включиться. Спокойной ночи. Доброе утро. Ну что, ночка была так себе. Хотя поспать удалось нормально. Время 9:30. Насколько я там ложился? В 4:30, что ли? В общем, холодина стояла невероятная. Печка прогорела, не знаю, где-то минут за 40, может. И тепла от нее я не чувствовал вообще. Вот. Но в спальнике было довольно тепло. Где-то часа через 2-2,5 я просыпался. Затопил печку снова. И вырубился. Ну, в общем, нормально было в спальнике спать. Вот просыпаться не очень. Вот у меня ботинки задубели. Замерзли, и нога не залазит. Сейчас не хотел обуться. Так себе ботинки. Ой, с Илюха связывался. Он там тоже у печки греется, но живой. Все нормально. Подтаяла вся верхняя часть в моем укрытии. Это говорит о том, что все-таки тепло. Тепло достаточное, но уходит. Мало снега. Нужно больше снега. Нужно все это засыпать снегом, прям реально. Тогда тепло будет держаться. И попробовать сделать тамбур. Илюха говорит, у него градусник есть, опускалась ниже минус 20 градусов. Так что такое импровизированное укрытие вполне позволило нам переночевать. Я думаю, без последствий для здоровья. Но, конечно, без спальника. Без спальника с печкой я бы просто просидел бы всю ночь у печки. А без печки я не знаю. Опять же, только в спальнике. Как можно ночевать? Вот в снежных укрытиях, это, наверное, я не знаю, вот я смотрел, альпинисты всякие там иногда делают. Где-нибудь в горах себе. Но у них там спальники сумасшедшие, пуховые. Так что напишите, стоит мне попробовать прямо в настоящем сугробе переночевать без всего или нет. Ощущение испытать. Ну, чтобы проверить, действенный этот способ или нет. Илюха вышел на связь по рации, приглашает к себе на борщик. Заодно посмотрю, как у него организован быт. Очень интересно тоже. А то мы почти не общались вчера по рации, да, когда было.
вкалывали все. Почти 13 часов уже получается. Вместе с готовкой. А вот Илюхина укрытие из стретч-пленки двойной системой. У тебя с тамбуром там, да? Все как положено. Вот так уютненько у Илюхи. Самое прикольное, что сидишь тепло от печки, а можно наблюдать лес прямо через стены. Но самое главное тепло, пока просто печка горит. Когда она тухнет, сразу становится понятно. очень холодно. Не хватает, чтобы снежок еще шел сверху. А мы как с панорамными стенами наблюдали бы за всеми этими пейзажами. Пора собираться в обратный путь. В общем, выводы сделаны. Нужно больше снега. Надо, чтобы он, наверное, полметровой толщиной был, чтобы тепло держалось. И если тепло будет топить его, чтобы все равно до улицы дырки не выходили. Можно попробовать сделать тамбур из снега, чтобы была двойная теплозащита. Чтобы, когда погаснет металлическая печка, тепло внутри держалось хотя бы плюсовое до утра, хотя бы +2, +3, чтобы было. Вот, а в целом начало положено неплохое. Я сделал очень прочный каркас, бревна не гнилые, подбирал хорошие. И я думаю, то, что можно будет даже летом как-то все это дело преобразить, реконструировать в небольшое такое укрытие. Или укопаться внутрь и сделать землянку. Ну, посмотрим, в общем, как это будет дело продвигаться. Илюха тоже сделал выводы. Вы принимайте решение, какое укрытие вам понравилось больше. Посмотрите подробно, как Илюха строил свое укрытие на канале Ильи. Ссылка будет в описании. Тайные тропы он называется. Ну, мы не стали решать, у кого лучше. Победила дружба, как всегда. Но очень было интересно. Драматизма такого добавил Морозец. Но я доволен, надо собираться, обратный путь. Внутри, кстати, довольно просторно. И при желании можно даже вдвоем поместиться. Сделать второй лежак, а посередине поставить печку. Но тогда без стола. В общем, если заделать снегом все посерьезнее, я думаю, что все должно сработать идеально. И, как и положено, будет сугроб 5-звездочный. Лесной 5-звездочный сугроб. Вот так. Жду Илюху. Погодка опять супер, но еще морозец стоит, думаю, где-то -15. Сейчас на солнышке. Березки красивые. На этом и закончилось наше приключение. 24 часа в лесу, в самодельных укрытиях, постройка, ночевка, приготовление пищи. Все как мы любим. Ну, я уверен, что мы сюда вернемся и сделаем эти жилища, времянки эти еще интереснее и комфортнее. С вами был канал Походный Оптимист. Дима, Илья с канала Тайные Тропы. Пока. До новой встречи. Огромное спасибо, кстати, вам за активность. Уже не первый раз авторы других каналов мне говорят, что моя аудитория, то есть вы, самая активная и доброжелательная. Спасибо, что вы такие. Пока.